Несколько способов суммирования чисел в ячейках Excel. Первый способ. Встаете на ячейку, где необходимо отразить сумму, и проводите простое суммирование ячеек. Равно эта ячейка плюс это, плюс это, плюс это, плюс это, плюс это. Как закончили перечислять ячейки, вы видите, они здесь отображаются различным цветом, нажимаете кнопку «Ввод Enter». Вот у вас есть сумма. Следующий способ. Можно использовать функцию равна. Набираете слово сумм, и у вас выпадает перечень функций. Вам необходима самая первая функция. Двойным кликом он вам подготавливает эту ячейку под суммирование чисел. Нажимаете на начало диапазона и протягиваете мышкой до конца диапазона. Как закончили, нажимаете «Вот». Видите, он у вас перечисляет диапазон ячеек, которые необходимо суммировать. Можно здесь написать скобку, но проще всего нажать кнопку «Ввод». Следующий способ. В этой ячейке можно выбрать функцию вот отсюда. Вставить функцию. Нажимаете. Видите, здесь у вас перечень функций. Находите функцию сумм. Двойным кликом нажимаете. Он вас спрашивает, в каком диапазоне. Выделяете диапазон. Вот. Или можно следующим методом. Равно 25 плюс 68 плюс 77 плюс 80 плюс 95 плюс. Последний способ, он чем хорош? Здесь видно, из каких чисел состоит сумма данной ячейки. Они не имеют, как вы видите, они не имеют отношения никакого к ниже следующим ячейкам. Это тоже иногда в работе полезно понимать и применять. Здесь мы видим адреса ячеек, здесь мы видим функцию, здесь мы тоже увидим функцию, эту же самую. А вот здесь мы видим слагаемые. Ну и наконец, можно это все суммировать не только по колонкам и строкам, можно суммировать массивом. Мы берем, нажимаем функцию, можем так сделать, и выбираем диапазон. И вот. Вот у вас все это суммировалось. Как проверяем, мы выделяем этот диапазон. Справа мы видим 2844. 48 чисел участвуют в суммировании. И средняя этих чисел 59,25.